3 кота. 2 кота. И 1 кошечка. Мяу. Прятки. Как-то раз Коржик, Карамелька и Компот решили поиграть в прятки. Считаем до 5 и чур не прятаться в подвале. Договорились. Кто будет водить? Я не хочу водить. Я тоже. Фу, нелегкий был денек. Папа, поиграй с нами в прятки. Ну, пожалуйста. Папочка, пожалуйста. Ну, хорошо, котятки. Здорово! Миу, 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 миу. 1, 2, 3, 4, 5, я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Кто это у нас тут? Ха-ха, Карамелька. А это Компот. А вот и Коржик. Сыграем еще раз. О. 1, 2, 3, 4, 5, я иду искать. Эй! 1, 2, 3, 4, 5, я иду искать. Привет, бабуля. Ох, котятки, что-то я устал водить. Может, разок поменяемся? Я буду прятаться, а вы искать. 1, 2, 3, 4, 5. Мы идем искать. Я думаю, папа спрятался за диваном. Нет. А может, он в шкафу? Тут его нет. Тут его тоже нет. Котята обыскали все комнаты, но так и не нашли папу. Может, папа проголодался и спрятался в холодильнике? Но папа бы замерз, если бы так долго сидел в холодильнике. А может, он спрятался в стиральной машине? Мама же собиралась стирать белье. Мама, не включай! Там внутри может быть папа. Не волнуйтесь, я только что загрузила белье в совершенно пустую машинку. Ну вот, даже там папы нет. Мы играли в прятки и потеряли папу. Может быть, он в подвале? Нет, мы договорились, что там нельзя прятаться. Ой, а мы же с папой об этом не договорились. Простите, кажется, я заснул. Котя, ты, наверное, очень устал после работы? Ой, а мы как-то не подумали об этом. Ага, сразу попросили папу с нами играть. Я знаю, что надо делать. Надо сперва дать папе отдохнуть, а уже потом предлагать играть. Папа, иди ложись на диван и отдыхай. А я уже отдохнул и готов снова играть в прятки. Ура! Миу, 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 миу. Чур, мама водит. Ну ладно. 1, 2, 3, 4, 5, я иду искать. Кто не спрятался, я не виновата. Теперь котята знают, что после рабочего дня обязательно надо дать родителям немного отдохнуть. Мама заболела. Однажды мама простудилась и осталась в постели. Завтракайте, котятки. О, а я отнесу маме кашу и мед с лимоном. Бедная мама, болеть так неприятно. Ага, надеюсь, она быстро поправится.
А давайте поможем ей. Сделаем для нее что-то хорошее. Точно! Хорошее настроение прогонит болезнь. Здорово! Миу, 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 миу. Дедушка говорит, что смех лучшее лекарство. Тогда устроим маме представление клоунов. Мама посмеется и сразу поправится. Грелка к ногам, кисуля. И съешь ложечку меда с лимоном. Спасибо, Котя. Сейчас мы покажем самое смешное представление. С лечебным эффектом. Эй! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Ой, 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 ой. Кажется, маме не смешно. Котятки, поиграйте в своей комнате, пожалуйста. К маме сейчас заходить нельзя, а то вы можете заразиться. Как же нам помочь маме, если к ней нельзя заходить? Можно устроить концерт на улице. Давайте! Я слышал, музыка тоже лечит. Дождь закончился, и котята готовы устроить концерт на улице. Раз, два, три, начали! Ой, Котя, что там за шум? Котятки, пожалуйста, репетируйте в другом месте. Маме нужна тишина и покой. Как же нам порадовать маму, если ее нельзя беспокоить? Можно, пока мама отдыхает, испечь ей торт. Но мы же не умеем печь торты. Я видел, как папа это делает. Нам понадобятся яйца, И мука. Ой! Котятки, что за грохот? Ого! мы просто хотели испечь торт для мамы. Чтобы она поскорее поправилась. Спасибо за заботу, мои хорошие. Но вам нужно просто подождать, когда мама выздоровеет, а я сделаю для нее все необходимое. Жалко, что погоду не смогу сделать солнечной. Ага, солнышко порадовало бы маму. Я знаю, что надо делать. Смотри, Котя, вышло солнышко. Какое прекрасное солнышко сделали наши котятки. Это так поднимает настроение, я даже почувствовала себя лучше. Вскоре мама стала поправляться, и котятам разрешили ее навестить. Мама! Как ты себя чувствуешь? Гораздо лучше. Вы меня очень приободрили, и отдых в тишине очень помог. Спасибо за вашу заботу. Здорово! Миу, 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 миу. О, Котя, быстро ложись в постель. Теперь моя очередь за тобой ухаживать. А мы нарисуем папе радугу. Вот так котята поняли, что внимание и забота – лучшие средства против любой простуды. Телефон. Однажды котята со своими друзьями играли на детской площадке. И тут пришел Гоня. Привет! Привет! Смотрите, что мне папа подарил. Телефон! Он может играть музыку, делать фото. Ой! 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 Но главное тут есть вот что. Пиу-пиу. Ух ты! А можно я тоже поиграю? И я.
А потом я. Но я первый. Так котята просидели с телефоном полдня. После обеда я попрошу у Гони телефон, чтобы сфотографировать улитку. А я потом хочу послушать на нем одну песенку. Сначала я доиграю в футбол. Стойте! А давайте попросим маму купить нам по телефону. И нам не придется просить телефон у Гони. Здорово! Миу, 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 миу. Телефон, конечно, нужен, когда надо кому-то позвонить или что-то сообщить, но долго пользоваться им не стоит. Представьте, что было бы, если бы все разговаривали по телефону вместо того, чтобы общаться друг с другом. Алло, лапочка, как дела? Давно не виделись. Привет, карамелька. Да, надо как-нибудь встретиться. Или если бы все слушали только телефонную музыку, а не живую. Или все играли бы только в телефонный футбол, а не в настоящий. Нет, такой футбол нам не нужен. Лучше мы будем делать все по-настоящему. Спасибо, мама. Суп был очень вкусным. На здоровье! Мы гулять. А Сажик, Шуруп и Нудик все никак не могут оторваться от телефона Гони. Гол. 10-0. Здорово. Я знаю, что надо делать. Надо, чтобы всем захотелось играть с нами, а не с телефоном. Штрафной. Ага. Ой! Сажик, давай с нами в футбол, пока телефон у Гони. Давай, все равно у него еще Шуруп и Нудик будут играть. Гол. Счет 10-2. Нудик, я пойду поиграю, пока телефон занят. Гол 11-2. Я выиграл. Кто там следующий хотел играть? О. Гол! Ого, настоящий футбол. А можно мне с вами? Конечно, нам нужен нападающий. Лови! Ура! Это даже интереснее, чем в телефоне. Алло, мама, я на площадке. Мы сейчас будем играть в настоящий футбол. Ура! Миу, 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 миу. По телефону хорошо звонить или отвечать кому-то. Гол! А вот играть всегда веселее с друзьями. Гол! Ненужные вещи. Однажды мама и папа решили выбросить вещи, которыми давно никто не пользуется. Ого, мы что, переезжаем? Нет, Коржик, переезжают только старые вещи. Прямиком на помойку. О, это точно! Котятки, если у вас есть что-то ненужное, несите сюда, и у вас будет больше свободного места для игр. Здорово! Миу, 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 миу. Котята решили разобрать ящик со старыми игрушками. Сломанный паровозик. Лично мне он не нужен. Мне тоже не нужен. И мне. На помойку. Детская погремушка не нужна. Не нужна. А мне пригодится для моей куколки в коляске. Оставляем. Смотрим дальше. Смотрите, что тут на дне. А, это же мой старый трехколесный велосипед. Мы для него уже слишком взрослые. На помойку.
Нет, стойте. Может, я еще буду на нем кататься? Зачем? У тебя же есть двухколесный. Вот именно. Там всего 2 колеса, а тут целых 3. Но на нем же нельзя ездить быстро. Можно. Вот увидите. Компот решил доехать на трехколесном велосипеде до детской площадки. Компот, ты будешь ехать на нем до следующей зимы. Привет. 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 Я думала, на таких велосипедах катаются только малыши. Вовсе нет. Еще катаются клоуны. Я люблю клоунов. Компот, но ты ведь не малыш и не клоун. Зачем тебе этот велосипед? Ну, на нем легче удерживать равновесие. И вообще можно просто кататься и любоваться природой. Ну, не знаю. Ну что, котятки, решили уже, какие вещи вам больше не нужны? Мы это решили. А где Компот? А Компот мчится сюда на своем трехколесном велосипеде. Компот, зачем тебе этот велосипед? Он же для малышей, а ты уже большой котик. Я знаю, но когда я был маленьким, я так любил на нем кататься. По парку, по лужам, да вообще везде. И после всего этого отправить его на помойку я не могу. Не переживай, мой хороший. Твой велосипед не отправится на помойку. Правда? Мы выкидываем только то, что сломано. А хорошую вещь можно кому-то отдать. Ты не против? Конечно, не против. Итак... Котятки, на велосипеде Компота теперь будет кататься сын дяди Кекса. Спасибо, братец. Спасибо, Компот. Пончик, скажи Компоту спасибо. Вот это да! Пончик радуется моему велосипеду, прямо как я, когда был маленьким. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так котята узнали, что старые вещи не всегда становятся ненужными. Они могут принести радость новому хозяину. День рождения мамы. Однажды ранним-ранним утром, пока все еще спали, папа собрался куда-то пойти. Папа! А куда ты уходишь? Сегодня же день рождения мамы. Ты что, забыл? Про мамин день рождения я никогда не забываю. А вот подарок для мамы я забыл на работе. Сейчас я за ним съезжу, а когда вернусь, мы ее поздравим все вместе. Дождитесь меня. Здорово! Маму разбудите. Котята собираются подарить маме картину, которую они сами нарисовали. Красиво у нас получилось. Интересно, какой подарок будет у папы? Папа забыл подарок на работе, а работает папа на кондитерской фабрике. Значит, это будет какой-нибудь торт. Но торт папа и так приносит каждые выходные. А подарок на день рождения должен быть особенным. Можно и торт сделать особенным. Например, положить в него письмо с поздравлениями. А вдруг мама случайно съест письмо? Тогда можно зарядить торт фейерверком. Он взлетит и будет салют. А если что-то пойдет не так, и торт не взлетит?
То, что мама очень любит. Мама любит спорт. И розовую одежду. А еще мама любит цветы. Давайте соберем красивый букет, и папа подарит его вместе с тортом. Но котята забыли, что на улице осень. Они искали цветы на клумбе, искали в парке, искали в роще, но осенью цветы уже не растут. Ну вот, все пропало. Выходит, папа опять подарит маме только торт. Я знаю, что надо делать. Мы соберем букет из разноцветных листьев. Они такие же красивые, как цветы. Котята собрали очень красивый осенний букет. Всем доброе утро! Ой. Доброе утро, мама! С днем рождения! На подарки мы тебе вручим, когда вернется папа. Вернется? А где это он? А я тут как тут. С днем рождения. Это не похоже на торт. Это же спортивный костюм и кроссовки! Все, что ты любишь, кисуля. Спорт, розовая одежда и цветочки. Спасибо, котенька! Какой у папы хороший подарок. Значит, наш осенний букет не нужен. Конечно, нужен. Мы сами подарим его маме. Любимая мамочка, поздравляем с днем рождения! И хотим подарить тебе нашу картину. И осенний букет. Спасибо, мои хорошие! Все это самые лучшие подарки, которые мне когда-либо дарили. Здорово! Миу, 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 миу. Торт папа, конечно, тоже принес, чтобы мама могла задуть свечи и загадать в свой день рождения самое заветное желание. Пугало. Однажды котята гостили у бабушки. Ну вот, все семена посадила, скоро из них вырастет прекрасная морковь. Ой! Куш, куш, куш! Бабушка, а зачем ты пугаешь птичек? Они же ничего плохого не делают. К сожалению, делают. Они едят семена, которые я посадила. И если их не отпугивать... Ой, куш! То ничего не вырастет. А давайте поможем бабушке отгонять птичек. Давайте! Это будет так здорово! Миу, 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 миу. Вот спасибо, внучатки. А я пока приготовлю вкусный обед. Птичек очень легко спугнуть. Но, правда, ненадолго. Мне надоело за ними бегать. Можно просто стоять на грядке, тогда птички не прилетят. Ну уж нет, стоять тут целый день скука. Можно нарисовать наши портреты и поставить их на грядку. Птички подумают, что это мы, и не прилетят. Карамелька нарисовала прекрасные портреты. Но птичек они совсем не испугали. Эй! Ну-ка, брысь! Наверное, птички видят, что мы не настоящие, а нарисованные. Тогда надо сделать настоящее огородное пугало. Попробуем? Да, только пострашнее, чтобы птички все время его пугались. Из того, что нашлось под рукой, котята сделали страшное пугало. Испугались! Ой, что это? Кто-то
страшный стоит прямо на моей грядке. Бабушка, это наше супер-мега-пугало! Испугает любого, кто сунется в огород. Это вы здорово придумали. Ой, только оно и меня пугает. Даже смотреть не хочется на это страшилище. Попробуйте защитить семена как-нибудь иначе. Можно чем-то накрыть грядки. Тогда птички не смогут достать семена. Но это же помешает росткам. Можно поставить большой вентилятор, и ветер будет сдувать птичек. А как же бабушка будет поливать грядки водой? Ой, смотрите! Наше пугало их больше не пугает. Ну тогда я вообще не знаю, что может их напугать. Ха, вертушка! Они боятся именно вертушки. Это потому, что она вертится и жужжит. Я знаю, что надо делать. Котятки, обед готов. Ой, какая прелесть. Тебе нравится, бабушка? Это наши пугало-вертушки. Я и не знала, что птичек можно отпугивать таким чудесным образом. Какие же вы умнички, мои котятки. Только мне жалко птичек. Теперь они останутся голодными. Не останутся. Мы их покормим хлебными крошками. Вот так, благодаря котятам, и семена остались целы, и птички сыты. Сладкая правда. Однажды котята с родителями поехали на ярмарку сладостей. О, свободный ларек. На этой ярмарке будут давать наградной знак за лучшее лакомство. Да, и я приготовил особенное печенье, так что все будут в восторге. Вот от этого печенья все будут в восторге. Именно! Я назвал его волшебное печенье. Попробуйте и поймете, почему. Как вкусно! Спасибо. Поняли теперь? В них самое главное — начинка. Мы с папой все разложим, а вы пока можете погулять. Только с ярмарки никуда не уходите. Котятам кажется, что сладости других кондитеров выглядят аппетитнее, чем папины. Вкусно, но папино печенье вкуснее. Только кто же будет его пробовать, если вокруг столько всего? Кренделя! Кому кренделя? Абрикосовые, яблочные, медовые. Налетай! Точно! Мы должны всем рассказать про папино печенье. Котята берут бумагу и фломастеры, чтобы нарисовать рекламные плакаты. Печенье! Печенье! Пробуйте наше печенье! Привет! Привет! Попробуйте папино печенье. Конечно! Но сначала я хочу попробовать сахарных бабочек. Они такие красивые. А я хочу леденцы в виде звезд. И сладкие кренделя. Они выглядят потрясающе. Скорее, пока не разобрали. Так они никогда не дойдут до нашего печенья. Я знаю, как их привлечь. Эй, хотите волшебных ощущений? Волшебных ощущений? Волшебное печенье! С нашим печеньем вы сможете летать. Возьмите его, и небо над вами заиграет красками. И любое ваше желание исполнится. Волшебное печенье «Три кота» только у нас. Ого! Дайте нам ваше печенье. А я
меня печенье не работает. Где волшебство? Почему я не летаю? А я не вижу никаких красок на небе. И где моя блестящая корона, которую я загадала? Все, что вы сказали про печенье, неправда. Они что, думали, что печенье и правда волшебное? Ну, это мы им так сказали, чтобы их привлечь. Они даже не попробовали печенье на вкус. Какой уж тут вкус, если они не получили те чудеса, которые вы им пообещали. Да, выходит, нельзя говорить неправду про волшебные свойства печенья. Но твое печенье выглядит как-то просто. Как же привлечь к нему внимание? Я знаю, что надо делать. Мы скажем правду о волшебном вкусе папиного печенья, но сделаем это необычно. На них нет украшений, по форме просто круг. Но лучше угощений не сыщите вокруг. Кусай, хрусти, чудо сладости. Хрусти, кусай, печенье Ну, попробуем. Печенье и правда очень вкусное. Наградной знак ваш. Это печенье должно быть в каждом кондитерском магазине города. Ура! Миу, 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 миу. Вот так котята рассказали и даже спели сладкую правду о папином печенье. Игры в темноте. Однажды вечером мама и папа пошли в гости, а с котятами осталась бабушка. Бабушка, пойдем играть с нами. Сначала мне нужно приготовить ужин, так что играйте пока без меня, а я скоро к вам присоединюсь. Здорово! Миу, 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 миу. Ой! Свет погас. Это я так хлопнул? Коржик, компот, я боюсь темноты. А чего ее бояться-то? Ты же играешь с завязанными глазами, а это все равно, что в темноте. Игра — это одно, а темнота совсем другое. Котятки, вы тут? Бабушка! Похоже, свет погас во всем доме. Такое иногда случается. Нужно сходить в подвал за фонариками. В подвале же еще темнее. Может, посидим здесь, пока не включат свет? А вдруг это случится не скоро? Пойдемте, котятки, давайте все вместе туда спустимся. Ну ладно. Ой! Осторожно, тут ступеньки. Ой! Что такое, карамелька? Мне страшно. Там еще темнее, чем тут. А мне вот совсем не страшно. И знаешь почему? Темнота наш друг. Благодаря ей мы можем видеть много чудесных вещей. Например, как красиво горит свеча или как сверкают звезды. Ведь мы видим звезды только когда темно. Где же звезды? Ого! К тому же в темноте можно очень весело провести время. Особенно, если есть фонарики. Карамелька, смотри, уточка, кря-кря, кря-кря-кря. А это гора. О, автомобиль! А это бабочка. Ой, кажется, я хочу есть. И мы тоже. Ой, мои котятки, я же не успела приготовить ужин. Давайте попробуем найти здесь продукты, которые не нужно готовить. А я уже нашел печенье. А я нашел яблоки. А я морковь.
готов. Вот и свет включился. Ну вот. А в темноте было так здорово. И совсем не страшно. Я знаю, что надо делать. Теперь мы снова можем играть в темноте. Здорово! Миу, 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 миу. О, котятки, что случилось? В доме выключился свет? Да. О, Это мы его выключили, чтобы устроить вечер темноты. Карамелька, ты больше не боишься темноты? Какая ты молодчина! Идемте скорее, устроим театр теней. Вот так Карамелька поняла, что темнота — это не страшно, а порой даже очень весело и интересно. Привидения. Как-то раз мама и папа устроили генеральную уборку. Так, Котя, ты пропылесосишь все комнаты, я пока помою окна, а потом мы разберем подвал. Еще нужно поменять везде постельное белье, постирать все занавески, вытереть пыль. Мы тоже хотим делать уборку вместе с вами. Даже не знаю. Вы же будете отвлекаться на игры. Не будем отвлекаться, мы справимся. Ну, пожалуйста. Ну, хорошо. Тогда ты, Карамелька, можешь смахнуть пыль с полок, а Коржик и Компот поменяют постельное белье в детской. Здорово! Миу, 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 миу. Было бы здорово устроить соревнование по бегу в наволочках. Ага, но сперва заменим пододеяльники. Ой! Компот, ты прям как настоящее привидение. Ты тоже. А я тебя вижу через ткань. И я тебя. Бу! Ой! Мама! Я только что видела 2 привидений. Не бойся, Карамелька, никаких привидений не бывает. Но я их видела. Может, они живут в подвале, и мы побеспокоили их своей уборкой? Это все твои фантазии. Вот я не боюсь привидений. Я боюсь только, что не успею развесить белье на улице. Карамелька хочет сфотографировать привидений на телефон, чтобы показать их маме. Тут их нет. Бу! Коржик, Компот, так это вы были привидениями? Ага, здорово мы тебя разыграли. Какой ужас! Мама, ты что, боишься привидений? Нет, я боюсь, что вы испачкали чистые пододеяльники. Это все Коржик и Компот виноваты. Вместо уборки стали изображать привидений. Нет, это ты виновата. Могла бы спокойно вытирать пыль, а ты стала за нами бегать. Да, из-за тебя мы упали в лужу и все испачкались. Я так и думала, что вместо уборки вы начнете играть. Я знаю, что надо делать. Надо довести все дела до конца и не отвлекаться на всяких там привидений. Отличная идея, Карамелька. Пойдемте, я выдам вам новые чистые пододеяльники. Мама, мы все сделали. Молодцы!
Наша уборка почти закончена. Осталось только навести порядок в подвале. Ой, привидение! Кисуля, я нашел в подвале старые занавески. Что с ними делать? Папа! О, думаю, они отлично подойдут для игры в привидений. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так котята поняли, что лучше сперва закончить все дела. Ведь после этого играть будет еще веселее. Мусор в парке. Как-то раз котята с мамой гуляли в парке и запускали воздушного змея. Котятки, вы там не устали? Может, передохнете? Я взяла ваш любимый сок. Здорово! Миу, 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 миу. Когда пьете, выбросьте стаканчики вон в ту урну. О, ветер помешал. Стаканчик слишком легкий. Сейчас я его утяжелю. Надо было просто бросить стаканчик в урну, а так ты намусорил в парке. Да ладно, дворник его подметет. У дворника и так много работы. Вон сколько листьев надо убрать. А зачем он убирает листья, если должен убирать мусор? Листья, так же, как и мусор, могут залететь куда-то, на них можно поскользнуться. Поэтому важно, чтобы и листьев, и мусора в парке было как можно меньше. Подумаешь, я бы здесь за минуту навел порядок. Раз так, давай спросим у дворника. Может быть, у него найдется еще одна метла. Мы тоже хотим. Дворник очень обрадовался, что котята хотят ему помочь. Он принес для них 3 метлы и мешки для листьев и мусора. Ой, Вот видишь, Коржик, почему не нужно мусорить. Так что постарайся найти свой стаканчик. да какой может быть вред от малюсенького стаканчика? Котята принялись старательно убирать мусор и листья. Но что-то пошло не так. Ой! Ой! Ну вот, из-за ветра ничего не получается. Да так я никогда не найду свой стаканчик. Давайте разделимся. Я и Компот будем убирать листья, а Коржик пусть ищет свой стаканчик и убирает мусор. Мы все сделали. Я думал, эти листья никогда не кончатся. Спасибо за помощь, котятки. Из вас выйдут отличные дворники. Да, только свой стаканчик я так и не нашел. Наверное, он укатился очень далеко. Смотрите, вон он. Ой, голубь застрял в моем стаканчике. Надо скорее его спасать. Не надо его гонять, котятки. Он и так напуган. Я знаю, что надо делать. Хорошая птичка. Гули, 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 гули. Коржик, снимай свой стаканчик. Что-то он не снимается, будто прилип к чему-то. Это же моя жвачка. Бедный голубь. Он так и ходил бы в стаканчике целую вечность, если б мы его не освободили. Не думал, что жвачка и стаканчик могут быть так опасны. Ну вот, похоже, в парке надо убирать не только мусор и листья. Да. Но с этим мы разберемся вот так. Здорово! Миу, миу, миу,
Вот так котята узнали, что мусор может доставить очень много хлопот. Но, к счастью, все закончилось хорошо. Подожди, не уходи! Нажми сюда, чтобы подписаться на канал. И не забудь нажать на колокольчик. Нажми сюда, чтобы посмотреть новую серию. Приятного просмотра! Миу-миу!